Сегодняшний ролик не станет обзором в привычном понимании. В комментариях вы достаточно часто упоминаете продукты от Universal Audio, пишете, что их аудиоинтерфейсы на голову выше всего того, что можно найти на рынке по другим звуковым картам, и нам наконец-таки для ролика удалось раздобыть вот такую карту. Это Universal Audio Apollo Twin Duo MK2. Эту карточку мы сравним с аудиентом ID22. Будут как сухие синтетические так называемые тесты, так и тесты с использованием наших любимых музыкантов. Посмотрим, послушаем, ну и, возможно, сделаем в конце какие-нибудь выводы. Друзья, здравствуйте и добро пожаловать на канал «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим о про-аудио. Перед началом основной части я бы хотел выразить слова благодарности двум людям — Сергею и Алексею. Если бы не они, возможно, ролика по Universal Audio так и не появился у нас на канале, так что огромное им спасибо. Друзья, если вы смотрите наш канал достаточно давно, и если у вас есть какое-то оборудование, обзор на который так и не выходил на нашем канале, и вы хотите, чтобы мы сняли этот ролик, вы можете предоставить нам эту железку на обзор, и мы с радостью ее у вас примем. Можно написать об этом в комментариях. Все комментарии мы читаем, или лучше напрямую в наши соцсети, ну, например, мне в Инстаграм, в личные сообщения. Напишите, будет очень здорово таким образом посотрудничать и снять какой-нибудь новый и интересный ролик уже на ваше оборудование. Для начала немножко о Universal Audio Apollo Twin. Это аудиоинтерфейс формата 10:6. То есть с покупкой вот этой карты мы получаем 10 входов и 6 выходов. Давайте посмотрим, какие они здесь. Первые два канала — это аналоговые каналы. Сзади есть комбинированные разъемы, то есть сюда можно подключать линейные источники через провод формата Jack, сюда можно подключать и микрофоны конденсаторные динамические через провод формата XLR. Кстати, сюда же можно подключить и инструмент к одному из каналов, потому что на корпусе мы также с вами найдем DI-вход, так называемый инструментальный вход для подключения, например, электрогитар или бас-гитар. Оставшиеся каналы по входу у нас живут в оптике. Это 8 каналов, чтобы получить которые нам нужно будет докупить внешний микрофонный предусилитель на 8 каналов, в котором уже есть встроенный преобразователь, чтобы эти оптические каналы как бы у нас стали аналоговыми. Что по выходам? 6 выходов. Давайте также посчитаем. 2 пары мониторных выходов для громкого контроля. Это Main Mix LR1.2 и пара линейных выходов 3-4. Еще одна пара выходов у нас живет в выходе для наушников. Это выходы 5-6. Мы их также можем использовать. Итого мы имеем 3 независимых стереовыхода на этой самой карте. Главная фишка у Universal Audio — это встроенная DSP-обработка. У такого решения есть достаточно большое количество плюсов. Во-первых, вы можете использовать фирменные плагины от UAD в реальном времени без какой-либо задержки. Во-вторых, такое решение разгружает процессор вашего компьютера, плагины не нагружают мощности вашей рабочей машины. Все это дело ложится на процессоры, которые встроены в данном случае в Apollo Twin. И третий плюс — это, конечно же, качество звучания плагинов, потому что много людей отмечают, что плагины, даже на те же самые устройства, которые работают на Apollo, на Universal Audio, отличаются в лучшую сторону от звучания плагинов тех же самых устройств, которые эмулируют те же самые устройства, которые есть в виде VST-обработки на компьютере. Наш сегодняшний Universal Audio шел в комплекте Heritage Edition, то есть это не только сама карта, но и подарочные плагины для нее. Стоит ли говорить, что при желании вы можете докупить другие плагины, благо библиотека Universal Audio на данный момент действительно обширна, и вы сможете найти все, что только вашей душе угодно. Поговорим теперь про Audient. Итак, здесь у нас 10/14, то есть 10 независимых каналов по входу и 14 независимых каналов по выходу. Если с входами дела обстоят примерно так же, как и на UAD, то есть здесь у нас 2 аналоговых канала на комбо-разъемах, есть DI-вход для инструмента один, и остальные все каналы у нас даны в оптике, то с выходами более расширенная ситуация. Здесь есть 6 аналоговых выходов, так же, как и на Universal Audio, и к ним добавляется оптика, то есть дополнительно 8 каналов вы сможете получить, если приобретете специальный прибор, который эти каналы из цифровых будет делать аналоговыми. Еще в ID22 мы с вами найдем пару разрывов для первого и для второго аналогового канала. Что дает разрыв? По сути, это 2 пары разъемов. Посыл и возврат, с помощью которых мы с вами можем включать железную обработку внутрь
схемотехнику этой карты. Это достаточно удобно, если вам нужно получить обработку с вашего любимого компрессора или эквалайзера, который вы имеете, допустим, в брековом формате, который вы можете подключить проводами. Такое противопоставление UAD, который всю обработку имеет уже внутри себя, что тоже достаточно интересно. В тестах мы с вами будем опираться сразу на два пункта. Во-первых, это сухие, такие синтетические, мы их назовем сравнения, потому что я буду говорить цифры. Что в цифрах у нас здесь, что в цифрах у нас здесь. Но согласитесь, что реальность очень часто отходит от цифр, поэтому мы проведем еще одно сравнение. Мы будем сравнивать все с помощью музыкантов. Мы будем слушать как сухой звук, так и обработанный звук. Здесь мы будем обрабатывать силами UAD-овских плагинов, здесь мы будем пользоваться VST-плагинами, примерно подгоняя результат друг под друга и слушать, а где же получается лучше. Предусилители. Не секрет, что Universal Audio славится своими микрофонными предусилителями. И также не секрет, что и у Audient есть фанаты по всему земному шару. Если все сводить сугубо к сухим цифрам, то это 65 дБ для Universal Audio и 70 дБ для Audient. Но все же вы должны прекрасно понимать, и без меня, что каждый микрофонный предусилитель, он как бы имеет свой окрас. Он имеет свой особенный характер звучания. И как раз этот самый характер звучания я и предлагаю вам послушать в тестах. Послушайте и поймите, что нравится больше лично вам. UAD или Audient? Давай с тобой мы отдохнем, с тобой вдвоем, с тобой вдвоем. Мы этот мир перевернем, с тобой вдвоем. Скажи, зачем нужны нам эти люди? Мы никому об этом не расскажем. Давай с тобой мы отдохнем, с тобой вдвоем. Держи, держи руку мою, держи, что хочешь, скажи, получишь. Держи, держи, держи руку мою, держи, что хочешь, скажи, получишь. Держи. От преампов стоит перейти к преобразователям. Это не менее важная составляющая хорошей звуковой карты. Аналогоцифровые и цифроаналоговые преобразователи. Что они делают? С помощью этих маленьких чипов вы можете слышать звук с вашего компьютера. То есть все то, что вы записали, вы слушаете вашу волну, и работает цифроаналоговый преобразователь, вы слышите все в аналоге, что идет по проводам вам в наушники или вам в мониторы. Аналогоцифровой преобразователь также не менее важен, он позволяет записанный звук видеть в виде волны, получать аудиофайлы, в общем, логику вы понимаете. Здесь они разные, на ID22 это 24 бита на 96 кГц, на Universal Audio это 24 бита, но уже на 192 кГц, и вот это устройство здесь явно выходит победителем. За счет процессоров Shark и фирменной обработки без задержки Universal Audio все-таки выходит в лидеры по параметру задержка, конечно же, имею в виду. Но все же мы не забываем про использование VST-плагинов, поэтому, я думаю, будет не лишним сравнить эту карточку и эту карточку в синтетических тестах по задержке. Но все равно мы видим, что Universal Audio будет побыстрее, потому что, не забываем, здесь у нас Thunderbolt, здесь у нас USB 2. Еще одно сравнение — это цена. Heritage Edition, который вы сейчас видите у нас на столе, обойдется вам примерно в 3 раза дороже, чем ID22. В 3 раза дороже. Разница в цене. Конечно же, за эту цену вы и получаете добавочные бесплатные плагины, но будьте готовы, если вы захотите чего-нибудь новенького, заплатить где-то в районе $150 за каждый новый плагин. Да, я не буду говорить намеренно о качестве этих самых плагинов, хорошие они или плохие, все же для этого мы записывали тесты, и вы сами своими ушками должны были услышать и сделать для себя какие-то выводы по звучанию этой обработки.
Я хотел бы пригласить в нашу студию нашего штатного эксперта по разработкам Universal Audio Алексея Сковоронского. Пришел к нам напрямую с канала Pop Music, ну давай запишем, и немножечко расскажет о своем опыте с этими звуковыми картами. Как давно ты пользуешься продуктами от Universal Audio? Какие у тебя сейчас есть продукты? И с чего ты перешел на UAT? Какая железка у тебя была до этого? Значит, пользуюсь я года с 2018-го, может быть, чуть раньше, может, чуть позже, там, точно не скажу. Суть какая была? У меня был достаточно древний MacBook, и как бы встал вопрос, покупать новый комп или карточку. Я вычитал, что там есть на борту хороший процессор, который позволяет, собственно, разгружать проекты, и достаточно тяжелые проекты можно с помощью карты более-менее озвучивать. Плюс там, собственно, есть пачка плагинов. Уже шла в комплекте? Да, которые шли в комплекте в том числе, потом это все... Разрасталось в стадию наркомании входит, да. Ты начинаешь их по сезонным скидкам там постоянно скупать. Ну, в общем, выбор пал на UAT. У меня, собственно, с компом я решил не заморачиваться. И как-то вот зашло и стал пользоваться с тех времен. И недавно решил, собственно, купить еще одну. Одна у меня на студии лежит, одна дома. И купил еще Apollo Twin X. И у меня есть еще 8-процессорный сателлит для особо тяжелых проектов, так сказать. А начинал ты, первая карта, это Twin... Ну, Twin, да, как раз у меня... МК2 или МК1? МК2, да. МК2, который вот. А до этого у меня были всякие карты типа Focusrite, ну там как бы без процессоров, без ничего. Ну, ясно дело, все поинтереснее. попроще. Назови, пожалуйста, свои любимые плагины, вот несколько штук. Ну, поскольку я немножечко в основном гитарист, то гитарные плагины преобладают. Это всякие усилки типа Sur, Friedman, BE, Marshall, Plexi, басовый ампек. Мне очень нравится, как звучит. Его можно там обвешать всякими перегрузами, разгонять. И это такой модерновый хагейновый бас получается. Из эффектов Horus мне нравится, который тоже бесплатно шел в комплекте. Eventide H910 гармонайзер и Korg SDD 3000. Я вот недавно купил, тоже очень клевый такой олдскульный дилей. Всякие channel-стрипы там, ну, в общем, такое все по чуть-чуть, но с креном в сторону гитары. Угу, понятно. Скажи о своем опыте работы, возможно, за все то время, что ты имеешь дело с UAT, вскрылись какие-то косяки, просто это действительно ценная информация, если ты можешь о чем-то таком рассказать, было бы очень интересно. Да не, вот косяков как раз-таки не было. Я карту обкатал на довольно большом количестве мероприятий, в том числе брал ее там на проведение вебинаров. Это было очень круто, потому что карту воткнул, консоль открыл, шнур, собственно, воткнул, все, звук уже готовый. Ну, фактически это как процессор. Ну, поскольку процессоров у меня гитарных отдельных нет, ну, то есть у меня ноут, тот самый старый, и карточка, они в таком вот режиме работают. Единственное, косяк, да, есть, вспомнил. UAT не умеет в MIDI, то есть подключить какой-нибудь футсвич и туда его сюда переключать из консоли невозможно, только в проектах. Вот это единственный косяк, и он серьезный, на мой взгляд. Тебе MIDI необходимо в работе? Ну, часто сталкиваешься? Ну, концертов я сейчас практически не играю, а если бы играл, я, конечно, купил бы все-таки проц, но для таких ситуаций, когда дома там звуки попереключать... тебе именно менять звучание гитар, между пресетами да, прыгать? просто пресеты переключать, вот как плагины умеют вот, некоторые. UAT в своей консоли такого не делает, и это запишем в косяки, в остальном все отлично. Никогда ничего не лагало, не висло, проблем нет. Супер. Слушай, мы уже затронули частью следующий вопрос. Я хотел тебя спросить о том, как именно ты пользуешься картой, но ты сказал, что ты пользуешься и дома, и в живой работе тебе приходилось. То есть, когда какая-то живая работа, ты используешь ее как микрофонный преамп, или что вот ты имел в виду? Или ты гитару как-то подключаешь? Гитару, да. Ну, например, проводился несколько раз у меня вебинары, проводились. Просто подключается, собственно, гитара в карту, и дальше в пульт, и все это туда уже стримится. Вот. А так я с учениками удаленно занимаюсь, и есть ряд фишек именно у этой карты, очень удобная внутренняя коммутация, то есть можно закоммутировать гитару, всякие плейбеки, и все пустить без виртуальных кабелей. Кто вот со скайпами, зумами заморачивался, тот знает, что это не очень такая простая штука, а карточка там буквально в 2 щелчка позволяет выходы переназначить, и пожалуйста, все готово, уже можно спокойно, собственно, занятия проводить, и звук будет не снятый микрофоном с колонок, а прямо вот так. Чистый, без каких-либо примесей лишних. Да.
От концертной живой работы давай с тобой вернемся в студийную, в домашнюю практику, так это назовем. Помогает ли карта в разгрузке процессора компьютера тебе в работе? Сколько в целом сейчас у тебя DSP-процессоров суммарно на всех устройствах? И комфортно ли тебе с таким количеством работать? И пользуешься ли ты заморозкой во время того, как, ну, допустим, пишешь музыку или сводишь дома? Значит, частично на этот вопрос ответил. Оно мне начало помогать с самого начала, когда я карту купил. Там пару-тройку дорог я уже, в принципе, обрабатывал с помощью... Ну, там всего лишь один процессор, но, в принципе, хватало часть нагрузки снять, и какие-то такие не очень тяжелые проекты карта вывозила. Потом я докупил еще сателлит, а потом еще, собственно, и следующую карту. И получается у меня сейчас 12 процессоров. И запасов мощностей там очень много, и тяжеленные проекты спокойно это все вытаскивается. Фризить иногда приходится, ну, просто чтобы разгрузить, собственно, прод с оперативу всякими VST-шками, чтобы не перегружалось. Но это к UAD не имеет никакого отношения, собственно, уже. В этом ролике я намеренно старался избегать какого-то субъективного мнения. Я не говорил о дизайне корпусов той и той карты. Но, допустим, стоит отметить, что и та карточка может использоваться в качестве мониторного контроллера, но, опять же, это нас подводит к контрольной панели, потому что и у того аудиоинтерфейса есть контрольная панель, и там устройство отличается, и это скорее вкусовщина. И я подумал, что я просто не имею права как-то отдавать первенство той или иной карте по лично устройству этих карт, потому что каждый для себя найдет что-то свое и что-то, что лично ему будет более удобно в работе. На этом я предлагаю закончить, и я, естественно, зову вас в комментарии. Мы проделали достаточно большую работу, потому что собрать музыкантов, собрать такое количество людей для одного ролика — это очень и очень сложно, поверьте мне. Я этим занимался. Поэтому, друзья, напишите в комментариях, очень жду вашего комментария, что вы думаете об этих картах, как вам сравнение этих двух карт, чей звук понравился больше, причем это относится как к сухому звуку, где мы слышали только предусилители и преобразователи двух интерфейсов. Это относится и к обработке, где обработка вам показалась лучше. Напишите, здорово, если это будет развернутый и аргументированный ответ, ну и, конечно же, с вашим, непосредственно вашим мнением. Это был канал «Давай запишем», здесь мы с вами говорим о про-аудио. Друзья, я не прощаюсь, я говорю до свидания. До встречи в следующем ролике. Это тувинское пение, вы ничего просто не понимаете. Разочек. Все? Ну, вроде как, да.